Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на платформе Яндекс.Дзен. Также мои ролики выходят в телеграм-канале. Ссылочки в описании обязательно напишу. У меня красивая слонимская пряжа и вот такая красота. Шарф, палантин из мотивов. Мотивы безотрывно. Предлагаю сегодня посмотреть, связать такую красоту. И обязательно пишите в комментариях, нравятся вам мотивы или вы вяжете просто простым узором. Поехали! Мы с вами разбирали 2 дня, как вязать мотив, как его присоединять. Сегодня предлагаю связать палантин вот таким красивым узором. Я набрала, вернее начала вязать такую красоту. У меня 1, 2, 3, 4, 5 мотивчиков. 5. 6 или 10 разницы не имеет. То есть вы набираете на ту длину, которая вам нравится. Вот. И мы вяжем, вяжем, вяжем. Хочу показать, как вяжется 2-й ряд или 3-й. Он вяжется абсолютно одинаково. У меня на образце 3 мотива. Их можно... Мы вчера рассматривали, как можно их вязать дальше и больше. Принцип вязания один. Довязываем 1-й ряд, все объединяем до вот этого момента бокового. Мы обычно в центре мотивчика мы вяжем следующий. Соединили все мотивы, которые у нас были, объединили большую арочку, связали пышный столбик и начинаем вязать 2-й ряд. Точно так же 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все остается неизменным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наша задача самое начало, как мы с вами вязали, так мы и вяжем. 16 столбиков без накида. Провязали 16 столбиков без накида, присоединяемся в самое начало. 1, 2, 3, 4. Вяжем все абсолютно, как мы с вами вязали. 1, 2, 3. С конца считаем столбики. Провязываем в это же место вкалывания. Так. Столбик с 2 накидами. И 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нам нужно, смотрите, вот так наше полотно разложить. Потом повернуть боковиночкой к себе, чтобы было понятно, что мы делаем. 6 воздушных петель я провязала. И вот в арочку, там, где мы уже с вами делали соединение длинных петель, вот сюда, присоединяем мотив 2-го ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем, пропуская 1 столбик, 2-й лепесток. 2-й лепесток. 1 столбик с 2 накидами, 2-й. И еще 1. Провязали. Вот, у нас получился первый мотив 2-го ряда. 2 лепесточка. 2 лепесточка. Теперь наша задача начинать опять все заново и вязать мотив, 2-й мотив напротив. Вот сюда. Ровно половинка тут у нас мотивчика. 16 воздушных петель. Точно так же мы вяжем 16 колечко и 1 пышный столбик. Провязала, смотрите, 16 воздушных петель и 16 столбиков без накида. Вот так получилось у меня вот со 2-го листика. Идем дальше. Вяжем все точно, как мы с вами знаем, умеем. 1, 2,
3, 4 воздушные петли. Раз, два, три, отступаем, присоединяем и еще вяжем столбик с 2 накидами, чтобы наш лепесток первый был готов. Вот. Также вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. После провязывания первого лепестка мы всегда вяжем 6 воздушных петель и будем соединять длинную арочку. Смотрим, что у нас получилось. Вот. Длинную арочку мы соединяем в то же место, куда мы только что первый мотивчик присоединяли. Присоединяем. Так, присоединяем вот между воздушными арочками, вот сюда. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Находим наш мотив, пропускаем один столбик без накида и вяжем второй лепесток. Вместе провязали 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Раскладываем наше вязание и смотрим. По очередности наша задача. Теперь мы соединили главный цветочек с длинными воздушными арочками. Теперь соединяем вот сюда, там, где 3 воздушные петли у нас. Присоединили. Вяжем 2 воздушные петли. 1, 2, 2 накида. И дальше вяжем, пропускаем один столбик без накида. В следующий вяжем лепесток. На самом деле это не так сложно, как кажется. Обязательно попробуйте на небольшом кусочке пряжи. Просто ради любопытства. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть цветочек вяжется точно так же, с чередованием 3 воздушные петли и 6, если мы присоединяемся. Вот, смотрите, что мы делаем дальше. У нас провязано 1, 2, 3. Мы длинную арочку присоединяем к длинной арочке. Вот. Раз, два, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем, в следующий вяжем лепесток. Провязали. Смотрим, у нас получилась ровно половинка мотива. 1, 2, 3, 4. Ровно половинка. Значит, пришло время начинать новый мотив. Вспоминаем, как мы вязали первый ряд. Мы вязали тоже 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Все мотивы вязали по половинке. Точно так же здесь 4 лепесточка связали, значит, пришло время вязать новые. Набираем 16 воздушных петель и провязываем все точно так же, как во втором мотиве. Я провязала третий мотив, 16 воздушных петель, 16 столбиков без накида и один наш лепесточек. Вот он. Наша задача после того, как мы провязали первый лепесток, провязывать 1, 2, 3, 4, 5, всегда 6 воздушных петель для того, чтобы присоединить. Теперь раскладываем наше вязание, мы уже знаем, это повтор второго мотива и любого следующего, 5, 10, всегда одинаково. Присоединяемся в арочку большую, там, где у нас воздушные петли большие, по 5. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида, находим наш мотивчик, столбик пропускаем и вяжем лепесток. Все абсолютно мотивы повторяются. Легко запомнить. 1, 2, 3 воздушные петли. Раскладываем наш мотив и
соединяем в маленькую арочку. 2 возврата. Потому что у нас всего 5 воздушных петель, мы делим пополам наши воздушные петли. Провязываем вот таким образом. Вот. Теперь наша задача соединиться в арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При соединении мы вяжем 6 в одну сторону, присоединяем мотив и 5 вяжем в другую. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь наша задача завершить наш лепесток точно так же, как мы это делали в первом ряду. В первом ряду мы с вами все объединяли. Вот наша задача провязать. Помните, да? Мы провязываем 4 лепесточка, как у нас они есть, до вот первого мотива. Смотрим, как мы вчера вязали, завершали. И точно так же вяжем. А как мы завершали? Мы чередовали 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и 11. Я думаю, это несложно запомнить. Обязательно посмотрите, как мы вязали вчера первый ряд. Сегодня мы только делаем повтор. Теперь 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Один столбик пропускаем и вяжем. Соединяем наш второй ряд точно так же, как мы это делали вчера. Смотрим видео мастер-класс. И переходим на третий ряд. 3, 4, 5. Все несложно. Мотивы не боимся. Не сложнее, чем любой другой узор. Просто надо пробовать. И чередуем 5, 11, 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Один, два, три. Это наш последний лепесточек. Нам нужно его соединить в эту арочку, которая между лепесточками. 2 воздушные петли, и мы уже переходим на следующий мотив. Не забываем, что во втором и последующем мотиве мы длинные арочки тоже соединяем. Как внизу мы это сделали, так и сейчас делаем вверху. Для этого 1, 2, 3, 4, 5, 6 через длинную арочку раз, два, 3, 4, 5. Вот наше соединение. Абсолютно такое же, как мы делали вчера в первом ряду. Верхушка вяжется, вторая половинка вяжется абсолютно идентично, одинаково. Довязываем второй цветочек. Довязали второй и следующий, сколько у вас будет в центре цветочков, мотив. Переходим к последнему. Вот у нас тут 2 лепесточка всего-навсего. Их надо довязать. 3 воздушные петли я сделала после последнего лепесточка. Соединяем 2 воздушные петли. Довязываем. Вот у нас было 2 лепесточка. Вяжем 3. Третий вяжем. Довязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не забываем соединять
большие арочки между собой. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Вяжем 4-й лепесточек. Внизу пропускаем 1 столбик без накида. Провязали. Смотрите, у нас получилась половинка. 1, 2, 3, 4. Как только у нас провязана половинка, нужно понимать, что мы переходим на новый ряд. Половинка последнего лепесточка. Вот. И мы начинаем вязать абсолютно точно такой же второй ряд. 16 воздушных петель. Все точно так же делаем. Провязали, смотрите. Провязали 16 воздушных петель, 16 столбиков без накида. Первый лепесточек, вот он у нас. И 6 воздушных петель. Разворачиваем вязание и повторяем наш второй ряд. Присоединение второго к первому. Первое присоединение это в длинную арочку у нас идет. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Пропускаем 1 столбик без накида на нашем лепесточке, на нашем цветочке, который будет. Вяжем второй лепесток. Второй лепесток вот так вот раскладываем. Вот. И теперь наша задача начать новый лепесточек, новый мотив. Точно так же, как мы делали во втором. Вспоминаем, либо смотрим с самого начала видео, как я вязала второй ряд. Третий ряд точно такой же, 4, 5, 10. Они ничем не отличаются. Вяжется все точно так же. Не стопорите. Многие говорят, а как вязать второй, третий, 4 ряд? Точно так же, как второй. Второй ряд мы сейчас с вами провязали. Вернулись. Довязали 2 лепесточка. Перешли на новый ряд. Вот они, 16 воздушных петель, 2 лепесточка. И следующий мотив, и следующий мотив, и следующий. Довязывая, возвращаемся обратно. Первый мотив. Всегда первый мотив мы довязываем 1 лепесток и 2. Только 4 у нас провязалось. Набираем 16 воздушных петель и вяжем 2 лепесточка. И переходим к следующему, уже полноценному. Последний ряд мы не вяжем от слова совсем. Вот, смотрите, я провязала такой вот, еще пока не до конца, но уже почти палантин. Вяжу, 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 вяжу. И вот моя как боковиночка выглядит. Вот 4. И здесь 4, и везде 4. Вот они 4 все время. Вот я связала ряд. Какой-то там, да, 20-й, 30-й. Довязала. Провязала вот мое начало. Точно так же, как я вам сейчас показывала. Вот. Первый мотив. И 6 воздушных петель. Мы присоединяем в длинную арочку. Вот сюда. Довязываем второй лепесток. 16 воздушных петель и заново мотив. Предлагаю попробовать. Это не так сложно, как кажется. И уже потом хочу показать, как можно связать красивую обвязку. Палантин у меня практически готов. Когда я довяжу последний рядочек, просто-напросто поверну и буду довязывать все, что не довязано. Получилась вот такая красота. Вообще безотрывные мотивы, как и мотивы в целом, всегда смотрятся очень красиво, завораживающе. Вяжешь, вяжешь, вяжешь. Кажется, конца и края нет, а потом раз связал, и вот такая красота. Как вам идейка, как вам узор, как вам вязание? Мне кажется, получилось очень красиво, ярко и интересно. И что самое главное, несложно. Я вязала, и вот так вот у меня получилось. Вот такой красивый шарф палантина. Осталось только прогладить. Обязательно через мокрую марлю я проглаживаю, чтобы все было красиво, идеально, здорово. И предлагаю вам связать, попробовать. Это несложно.
Это только смотрится так сложно. Огромное спасибо. Если вы досмотрели ролик до конца, я постаралась показать весь принцип вязания. Он несложный, и он все время повторяется. В мотивах, как в любом другом узоре, все повторяется, и это несложно. Главное, не бойтесь пробовать. Предлагаю связать такую красоту, украсить наш гардероб яркими красками. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, телеграм-канал. Выходят периодически ролики и там, и в Яндекс.Дзене выходят на постоянной основе. В телеграм-канале выходят не все, там длительные ролики не закачиваются, что очень жалко, но все остальные закачиваются. Предлагаю связать такую красоту. Приглашайте, подписывайтесь на канал, приглашайте своих друзей, подружек. Будем вязать, впереди много интересных идей. И спасибо за комментарии, обязательно пишите. Расход пряжи на вот такой палантинчик у меня 100 грамм ушло. То есть вполне моточка, вот если у вас где-то завалялся моточек, вполне можно запустить вот под это дело. Я связала 5 в ширину мотивов. В принципе, нормально. Можно еще 1-2 добавить, тогда будет прям хороший палантинчик. До новых встреч!